Представьте себе архитектора, который отверг прямую линию, потому что считал ее оскорблением самой природы. Человека, который мечтал сотворить храм, который невозможно закончить. Храм, который должен строиться вечно, потому что вечность — это и есть его смысл. Он прожил жизнь между гением и безумием, славой и нищетой. Создал самый узнаваемый город Европы и показал людям, что можно строить иначе. Делать здания похожими на кораллы, стволы деревьев или застывшие волны. Несмотря на это, он умер среди бедняков, а в момент смерти про него думали: очередной бродяга. Сегодня мы поговорим об истории Антонио Гауди, человека, чьи здания дышат. Архитектор был таким же загадочным, как и его успешные провалившиеся проекты. Досмотрите это видео до конца, финал вас однозначно тронет. Антонио Гауди появился на свет так тяжело, что врачи даже не верили, что он вообще сможет выжить. Но из 5 детей семьи Гауди до старости доживет только он. Как будто судьба заранее выбрала, кому именно доверить великий план. Гауди был лишен обычного детства. Пока другие мальчишки гоняли мяч, он сидел под деревом и наблюдал за тем, как растет трава, как гнутся ветви, как пчелы строят идеальные соты. У Гауди было заболевание суставов, ноги болели так, что он редко ходил далеко. Но именно это сделало его очень внимательным. Он учился замечать то, чего другие люди не видят. И в какой-то момент маленький Антонио понял: в этих ветвях, камнях и спиралях морских ракушек закодирована логика. И что Бог, если уж честно, строит куда интереснее, чем люди. Свое финальное школьное сочинение будущий каталонский архитектор посвятил пчелам. Гауди вырос среди холмов Каталонии, морского ветра и скучающих коз, но мысли у него были куда шире любого горизонта, который он видел. Гауди переезжает в Барселону и поступает в архитектурную школу, которая в 19 веке выглядела примерно так. Будущие архитекторы рисуют аккуратные фасады, учителя строгие, а правила железобетонные. И среди всей этой практичности сидит Гауди, человек, который считает, что прямые линии придумал дьявол. При этом Антонио совмещал обучение с работой помощником у других архитекторов, таких как Жозеп Фонсерре и Хуан Мартарель. Он участвовал в практических проектах, например, разработал план подачи воды для фонтанов в парке Барселоны. И вот защита диплома. Комиссия открывает его чертежи, видит странные формы, изгибы, решения, и председатель произносит легендарную фразу: «Сеньоры, перед нами либо гений, либо сумасшедший. Только время покажет». Гауди спокойно отвечает: «Похоже, теперь я архитектор». И уходит так, как будто бы ему дали ключи от города. Но самое интересное начинается, когда он приступает к работе. В тот самый период, когда Барселона впервые загорелась электрическим светом. Город рос, цвел, богатели фабриканты, и все хотели только одного – красиво жить. Предприниматели готовы были вкладывать деньги в модерн, в инновации, во все, что заставляет Барселону выглядеть как новую европейскую столицу. И тут Гауди будто специально создан под это время. Он презирает прямые стены, любит природу, ненавидит обыденность и хочет строить так, как будто дома — это живые существа. Барселона его ждала, хотя сама еще об этом не знала. Его первые проекты — фонари, витрины магазинов, мостовые, мелкие архитектурные элементы — и все уже странное. Странное, но новое. И в этот период происходит судьбоносная встреча с человеком, который увидел в нем гения, причем сразу и без мысли о сумасшествии. Эусеби Гуэль – промышленник, миллионер, человек, который любил искусство так, как дети сладости. И тогда начался их творческий союз. Гуэль дал Гауди то, чего гению не хватало больше всего – неограниченный бюджет. Так появился дом Висенс, Эль Капричо, павильон усадьбы Гуэля, школа при монастыре Святой Терезы, здание мессии францисканцев в Танжере, дом Батинос. И каждый новый объект был провокацией. О его расходах вообще ходили легенды. Бухгалтер заказчика однажды жаловалась Гуэлю: «Я наполняю ваши карманы, а Гауди их опустошает». Гуэль посмотрел счета и сказал: «И это все, что потратил Гауди?» Антонио относился к своим работам с большим трепетом и был непреклонен. Был даже случай, когда власти города потребовали от него усечь слишком сильно выдвинутый в сторону улицы фасад. Гауди согласился, но пообещал написать на фасаде: «Изуродовано по распоряжению городского совета Барселоны». Однажды Гуэль приходит к Гауди с предложением, от которого ни один архитектор на земле не отказался бы. Ему нужен необычный, роскошный дворец в центре каталонской столицы. Такой, чтобы люди видели его и понимали: Гуэль не просто богач, он останется в истории. Это был вызов.
Дворец строился 5 лет. Фасад величественный, как будто он король, а не здание. Внутри своды, которые больше похожи на ребра гигантского зверя. Витражи, кованые двери. Эстетика – смесь готики, модерна и чего-то такого, что еще не имело названия. Позже это назовут стиль Гауди. Дворец Гуэля показал, что Гауди умеет строить не просто красиво, а монументально, концептуально и очень дорого, что особенно нравилось богачам Барселоны. Позже дворец Гуэля вместе с другими архитектурными шедеврами Гауди был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот проект стал поворотным моментом его карьеры, после которого Гауди больше никогда не возвращался в обычную архитектуру, потому что обычное было не про него. После дворца Гуэля к Гауди выстраивается очередь из заказчиков. Но чтобы понять, почему архитектура Гауди постепенно перестает быть похожей на привычную, нужно объяснить его философию формы. Гауди отвергал прямые линии и говорил: прямая – это линия человека, кривая – линия Бога. Никого это, кстати, вам не напоминает. Посмотрите по подсказке в правом верхнем углу мой предыдущий выпуск о легендарной Захе. Он не доверял чертежам и плоским поверхностям. Вместо них создавал целые леса из веревок с подвешенными грузами. Эти модели, переворачиваясь в зеркалах, показывали идеальные природные формы, такие же, как у стволов деревьев, волн или раковин. Его мастерская была похожа не на бюро архитектора, а на лабораторию какого-то безумного ученого. Везде гипсовые макеты, зеркала, свисающие нити, камни-утяжелители. Образцом идеальной формы для него было самое обычное яйцо, которое он часто носил в сыром виде в кармане, как напоминание. Ни один человек не способен придумать ничего более прочного, чем то, что делает сама природа. Антонио стал, если честно, опасным человеком. Опасным для всех, кто строил как положено. Потому что Гауди доказал, если убрать правила, архитектура на самом деле не развалится. Она начнет жить. И первым доказательством этой теории стал дом Кальвет. Дом строился для вдовы состоятельного текстильного промышленника. Здесь все противоречило духу Гауди. Строгий квартал, строгие соседи. Все должно было быть солидно и прилично. Поэтому, в отличие от предшествующих работ, при создании дома Кальвет Гауди избегал любых готических или средневековых аллюзий и использует барочные элементы. Работа шла и над внутренним оформлением. Была создана уникальная по своим качествам дубовая мебель органических форм, которая создавалась по эскизам самого архитектора. Да, Антонио Гауди проектировал еще и мебель. Оформление дома пропитано природными мотивами, и дух Гауди был сохранен. Именно за этот дом в 1900 году архитектору была присуждена муниципальная премия Барселоны за лучшее здание года. Но это был только разогрев. Когда Гауди взялся за реконструкцию старого дома Каса Батлло, город смотрел на это без особого интереса. Дом и дом. Но когда леса сняли, Барселона ахнула. Фасад выглядел так, будто бы вырос сам собой. Волны стекла, чешуя от дракона, балконы маски, а внутри ни одной прямой линии. Ни одной. Даже воздух, казалось, движется там по кругу. Люди шли смотреть не архитектуру, люди шли смотреть чудо. Теперь дом Батлло – один из главных символов Барселоны. Гений, безусловно. Но неужели успех будет преследовать Гауди всю жизнь? Об этом дальше. В жизни Гауди снова появляется Иусеби Гуэль, тот самый друг-меценат, который с первой встречи понял – архитекторы лучше всех. Он просит Антонио создать элитный жилой район для богачей на 60 домов, вдохновленный английскими садовыми городками. Проект коммерчески провалился. Было построено только 2 жилых дома, и ни один из них в итоге не был куплен. В одном из них, кстати, некоторое время жил и сам Гауди. Это было первое поражение после череды громких побед. В итоге проект превратили в парк, который позже стал новой достопримечательностью Барселоны. Волнообразная скамья на центральной площади считается одним из его ключевых элементов. Ее поверхность облицована кусочками керамики. И чтобы добиться эргономичной формы сидений, Гауди применил практический метод. Представьте, что он сделал. Он попросил рабочих снять брюки и сесть на свежий цемент, чтобы получить точные отпечатки тела. То есть, таким образом, он фактически использовал принципы эргономики задолго до того, как она оформилась в отдельную научную дисциплину. К началу 20 века Гауди уже был фигурой настолько заметной, что каждый новый его проект становился городским событием.
И вот 1906 год. Барселона быстро растет, буржуазия богатеет, и семья Мила решает построить дом, который бы подчеркнул их статус. Они обращаются к Гауди, и появляется то, что позже назовут Каса Мила, или в народе просто Ла Педрера, каменоломня. Дом снова без прямых линий, фасад похожий на выветренный скальный массив. На верхних этажах расположены вентиляционные шахты в форме фантастических стражников. И это действительно был последний полностью завершенный гражданский проект Гауди. Но причина не в усталости и не в отсутствии заказов. Просто в его жизни наступил момент, когда все остальное просто потеряло значение. Потому что в центре его мира уже стояла одна единственная его стройка. Та, которую он считал своей миссией. Если вам нравится наше путешествие по Барселоне и миру Гауди, поставьте лайк и напишите в комментариях, какое его здание впечатлило вас больше всего. Это помогает мне делать такие ролики чаще. А теперь продолжаем. Когда Гауди впервые оказался на участке, где должен был стоять новый храм Святого Семейства, это был просто заказ. Проект уже существовал, архитектором был другой мастер, Франциско дель Вильяр, но заказчики не были довольны прогрессом и в итоге передали руководство работами Гауди. Он принял проект, посмотрел на чертежи и полностью переработал все с нуля. Так появился долгострой, который позже назовут самым узнаваемым незавершенным зданием в мире. Точные цифры работы Гауди над собором разнятся. Источники называют 35, 40 и 44 года. Но главное, что все это время Гауди шел от одной идеи к другой, от эксперимента к эксперименту. И последние 14 лет жизни он вообще не брал новых заказов. Собор стал абсолютным центром его вселенной. Он жил в маленькой комнатке внутри мастерских Саграды, питался крайне скромно, почти аскетично. Саграда строилась исключительно на пожертвования, поэтому уже зрелый Гауди, который к этому времени возненавидел светскую жизнь, был вынужден ходить по городу, встречаться с людьми и просить у них деньги. Из-за этого у него было мало друзей. Встреча с ними почти всегда гарантировала просьбу о пожертвовании. О том, каким был Гауди в молодости, я расскажу позже. Когда его спрашивали, почему храм строится так долго, Гауди отвечал: «Мой заказчик никуда не торопится». А заказчиком он называл, конечно же, Бога. Для Гауди собор должен был быть трехмерным Евангелием. 3 фасада, 3 истории. Рождество – яркий, декоративный, страсти Господни, такой уже строгий, резкий, будто высеченный болью, и славы, символизирующий воскресение и путь к спасению. Он еще строится. Башни над фасадами словно 12 апостолов. Главная башня – Христос, а вокруг 4 евангелиста. Еще одна боковая Дева Мария. Гауди оставил правило: никакая башня не может быть выше горы Монсеррат, чтобы творение человека не превосходило творение Бога. Внутри церковь наоборот. Если снаружи Саграда напоминает каменный лес, то внутри Гауди сделал все максимально светлым, почти минималистичным. Он говорил, что внешняя форма – это рассказ, а внутреннее пространство – молитва. И молитва не нуждается в украшении. Почему Саграда до сих пор недостроена? На это 2 причины. Первая – война. Во время гражданской войны анархисты сожгли мастерские и уничтожили большую часть моделей и чертежей. Вторая – это, конечно же, финансирование. Строительство, как я уже упоминал ранее, ведется на пожертвования, и на современный темп нужны около 25 миллионов евро в год. И вообще есть легенда, что Гауди сознательно хотел, чтобы Саграда строилась бесконечно, non finito, как говорят в Испании. Он верил, если довести творение до конца, оно попросту перестанет быть живым. Вообще, знаете, вот когда говоришь о Барселоне, сначала вспоминаешь Саграду, а когда говоришь о Саграде, то невозможно не вспомнить о Гауди. Для меня же лично формула еще проще. То есть Барселона – это и есть Гауди. Когда я впервые увидел Саграду вживую, то понял для себя одну простую вещь. Никакие фотографии не передают, насколько она огромная, живая и, знаете, какая-то странно красивая. И вот каждый раз, когда я приезжаю сам в Барселону, а там я был не единожды и искренне считаю его одним из самых красивых городов Европы, у меня возникает одно и то же самое чувство. Весь город здесь говорит языком Гауди, а Саграда – это его самый громкий и самый узнаваемый голос. Но каким же был сам Гауди? Гауди был человеком необычайных контрастов. Если его архитектура была сочетанием расчета и безумия, то характер – смесью светского денди и будущего аскета. В молодости он был настоящим франтом. Дорогие костюмы, изысканные ткани, лучший парикмахер в Барселоне. Он любил хорошую еду, знал толк в вине, наслаждался разговорами и вниманием женщин. Но при всей этой легкости в нем была черта, которая со временем стала роковой. Он был болезненно ревнивым.
Единственная женщина, которой он проявил настоящее чувство, учительница Хосефа Морео, не ответила ему взаимностью. Это было не просто разочарование, это был удар по всему, что он представлял о себе, о любви и о мире. И с этого момента его единственной возлюбленной становится архитектура. Постепенно Гауди начинает меняться. Франт исчезает, исчезают костюмы, рестораны, привычки гурмана. Гауди погружается в католичество полностью и бесповоротно. Он перестает следить за собой. Дешевая потертая одежда, туфли, изношенные до дыр. Он не ест почти ничего, постится такими периодами, что временами просто не может встать с кровати. Оставляет место для Бога, как он объяснял это тем, кто пытался убедить его питаться получше. Единственным транспортом становятся его собственные ноги. Он отказывается от комфорта, от общества, от светских обязанностей, подается в аскеты и замыкается. Прохожие часто принимают его за нищего и дают милостыню. Он не отказывается, он принимает ее спокойно, как человек, которому действительно нечего терять, кроме своей великой стройки. Знаете, в этом и заключается парадокс Гауди. Снаружи нищий, внутри человек, который строит один из самых сложных храмов в истории человечества. В июне 1926 года Гауди отправился пешком к церкви, как делал это всегда. Он шел, опустив голову, думая наверняка о каком-то своем архитектурном расчете, о форме колонны или о геометрии света. И на одном из перекрестков его сбивает трамвай. Они только-только начали ходить тогда по Барселоне, и кто еще не привык к их скорости. Такси отказывается везти его в больницу, слишком неряшливый, запущенный, без документов, без денег. В итоге его отвозят в бесплатную больницу для бедных. Там никто даже не замечает того, кто он. Он лежит без сознания в общей палате, и лишь на следующий день врач понимает, кого именно привезли. Но было поздно. Антонио Гауди умирает через 3 дня. Похоронен архитектор в крипте Саграда Фамилия, в том единственном месте, которое можно назвать его настоящим домом. На похороны приходит почти вся Барселона. Это тысячи людей. Его, которого считали странным, сумасшедшим, одержимым, который жил как нищий, барселонцы провожают как величайшего мастера, которого когда-либо знала вся Каталония. После появляется легенда. Красивая, но болезненная. Говорят, что такси Барселоны сегодня окрашено в черный цвет, цвет траура, и желтый цвет стыда. В память о человеке, которого таксисты когда-то отказались везти в больницу. Это легенда, да, но настолько сильная, что городу не хочется ее опровергать. После смерти о Гауди почти забывают. Мода меняется, модернизм называют каменными чудовищами, а самого Гауди динозавром, застрявшим в Средневековье. Несколько десятилетий его имя почти не звучит. И только позже, благодаря художникам, архитекторам и особенно Сальвадору Дали, который в 1956 году устроил чествование Гауди в парке Гуэль, мир открывает его заново. В апреле 2025 года Папа Франциск признал Гауди досточтимым слугой Божьим. Это первый официально утвержденный шаг к его признанию блаженным. И это, пожалуй, единственный случай в современной архитектуре, когда мастер становится кандидатом в святые. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Подписывайтесь на канал.